Как известно, ничего случайного в таких полотнах не бывает. Еще одна впечатляющая деталь проступает при рассмотрении фона. Это оставалось загадкой в течение нескольких веков. Богородица с младенцем – пожалуй, самый распространенный библейский сюжет в изобразительном искусстве. Это подборка из 3 загадочных, впечатляющих, полных тайного смысла картин. Начнем с самой знаменитой картины из собрания Дрезденской галереи. Это Сикстинская Мадонна Рафаэля. Говорят, когда в 1945 году советские солдаты нашли ее в заброшенной штольне, они застыли в изумлении на несколько минут, не в силах оторвать взгляд от произведения искусства. Но это отдельная история. Как известно, ничего случайного в таких полотнах не бывает, поэтому сразу возникают вопросы. Во-первых, кто эти люди рядом с Богородицей? Что за занавес среди облаков? И куда показывает человек слева? Для начала, кто же это? А это и есть святой Сикст, по имени которого картину и стали называть Сикстинской. Почему именно он? Здесь дело в заказчике. Им был папа римский Юлий II, пожелавший посвятить образ своему дяде, тоже римскому папе, покойному Сиксту IV. А святой Сикст считался его небесным покровителем. И, кстати, тоже был понтификом, только жившим в III веке и принявшим мученическую смерть. Он изображен со снятой тиарой, которую мы видим тут же. Справа от Мадонны коленопреклоненная святая Варвара. Считается, что она первой встречает души умерших на небесах. Чью же душу она встречает на этот раз? А встречает она душу как раз того самого Сикста IV, племянник которого и заказал картину Рафаэлю. Ангелочки внизу опираются на какую-то доску. Так вот, это не просто доска, а гроб умершего понтифика. Он еще находится в царстве земном, отделенном от царства небесного изумрудной занавеской, из-за которой сама Мадонна снисходит к гробу праведника. Но куда же смотрит Дева Мария испуганным, но в то же время смиренным взглядом, и младенец Христос, прижавшись к матери? И туда же указывает перстом святой Сикст. Дело в том, что икона предназначалась в качестве заалтарного образа в церковь в Пьяченце. Перед ним находилось распятие. Именно глядя на него, Богородица и Христос ужасаются, предвидя будущее мучения. Еще одна впечатляющая деталь проступает при рассмотрении облаков на фоне Девы Марии. На самом деле это лица ангелов. Сикстинская Мадонна. Автор Рафаэль Санти. Дрезденская галерея. Вторая необычная Мадонна написана в 1450 году и принадлежит кисти французского художника Жана Фуке. Одна ее грудь обнажена, хотя она не кормит младенца в данный момент. Это нетипично для изображений тех лет, как и тонкая талия, сжатая в тугой корсет. Так Деву Марию изображать было не принято. Ну и, конечно, с чем связано отсутствие волос на голове, закрепившее за шедевром народное название «Безволосая Мадонна». Есть еще загадка. Куда указывает своим пальчиком младенец Иисус? Отсутствие волос объясняется проще всего. Согласно тогдашней моде, высокий лоб был идеалом красоты. Девушки даже сбривали волосы выше лба, чтобы соответствовать такому эталону. Корона, надетая поверх, создает полную иллюзию лысой женщины. Тончайшая талия, так несвойственная изображению святых, тоже придает светскости картине. Но почему же художник отступает от канонов? Разгадка в том, что у этой Богоматери есть реальный прототип из плоти и крови. Звали эту молодую женщину Агнеса Сорель, и была она возлюбленной французского короля Карла VII. Год ее смерти совпадает с годом написания картины. Ну а внешность судите сами. Вот ее портрет. Ну а что же с младенцем? На что он хочет обратить наше внимание? Это оставалось загадкой в течение нескольких веков. Все встало на свои места, когда выяснилось, что это не отдельная картина, а вторая половина диптиха. Первую часть обнаружил в Швейцарии немецкий поэт Клеменс Брегенс. На ней изображен заказчик произведения королевский казначей Этьен Шевалье, а рядом с ним его небесный покровитель, святой Стефан. На его затылке мы видим кровь, а на Евангелии в его руках – камень. Дело в том, что мученик Стефан был забит насмерть камнями. Интересный факт – камень тоже написан с натуры. По специфическим детально прорисованным сколам на нем исследователи Кембриджского университета установили, что это ашельская рубила – древнее орудие труда, относящееся к эпохе раннего палеолита. Такие находят до сих пор на юге Франции, на месте ашельских стоянок. Миленский диптих получил свое название от французского города Милен, где он когда-то находился. В настоящее же время правая половина является частью коллекции Королевского музея изящных искусств в Антверпене. Ну а левой можно полюбоваться в Берлинской картинной галерее.
Не берусь судить с точки зрения искусства, но с точки зрения истории самое удивительное, трогательное, трагичное и пронзительное – это Мадонна Биркенау. У этой картины нет заказчика, она имеет очень опосредованное отношение к религии. Написана она не где-нибудь, а не больше не меньше в атеистическом Советском Союзе. Ветераны Великой Отечественной, да и, наверное, любой войны, не очень любят вспоминать пережитое, ведь это кровь, смерть, страдания. Но Михаил Андреевич Савицкий, участник обороны Севастополя, попавший в плен и прошедший концлагеря, в том числе Бухенвальд и Дахау, как настоящий документалист, считал своим долгом снова и снова возвращаться к душераздирающим воспоминаниям с целью донести до потомков то горе, которое несет война. Именно он и является автором этого произведения, а также целой серии полотен, изображающих те события. Мадонна Биркенау выделяется среди его работ тем, что она не реалистична, а образна. Словно падая, но не вниз, а вверх, в небо возносится душа женщины-матери, а под ее ногами остается здание крематория женского концлагеря под названием Биркенау. Биркенау был частью Освенцима, или, как его называли немцы, Аушвица. Серия, в которую входит произведение, называется «Цифры на сердце». Она представлена в Музее Великой Отечественной войны в Минске.